Здравствуйте, дорогие друзья! Все то, о чем мы с вами говорили про молитву до сегодняшнего дня, за исключением общих каких-то сведений, все это касалось начала молитв. То есть, вот так как мы с вами это разбирали, так начинаются наши молитвенные правила дома, да и в храме тоже. Если вы в молитвослове видите выражение «начало обычное», это значит, что начинать молитву следует вот таким образом, как мы с вами разобрали. А именно, сначала внутренне настроились, подготовились, потом предначинательная молитва, молитва Святому Духу, Царю Небесный, Три Святое, то есть Святый Божий, потом Пресвятая Троица и Отче наш. Кстати говоря, те из вас, которые только начинают свою церковную религиозную жизнь и не имеют большого опыта в молитве, вполне могут ограничиться вот именно таким правилом. То есть, вот это начало внимательнейшим образом прочитать, может быть, один, может быть, два, три раза, сколько вы там хотите, и потом заканчивать молитву. А то, что после «Отче наш» в молитвословах написано, это нужно будет добавлять потихонечку, по чуть-чуть, медленно и со временем. Сегодня мы с вами поговорим о том, как молитвы заканчивать, то есть как заканчиваются молитвенные правила, а именно о молитве «Достойно есть». Это молитва Божьей Матери, она не просительная и не благодарственная, она словословная. И звучит следующим образом. «Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем». А теперь давайте попробуем эту молитву разобрать, перевести на русский язык. И начнем с первой фразы, которая, наверное, самая сложная. «Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу». «Блажите» глагол означает ублажать, прославлять, восхвалять. Молитва словословная. «Блажите Тя», то есть прославлять Тебя, Богородицу. А вот здесь начинаются сложности. Дело в том, что в церковнославянском языке, мы с вами помним об этом, есть звательный падеж. И в звательном падеже слово «Богородицу» было бы «Богородице». То есть было бы так: «Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородице». Но сказано «Богородицу». Это винительный падеж. И по-русски будет перевести можно так: ублажать, прославлять, восхвалять Тебя, как Богородицу. И всю первую фразу можно было бы перевести следующим образом. «Поистине должно прославлять Тебя, как Богородицу». Дело в том, что эта молитва возникла, была написана, создана в те времена, когда еще была свежа память о ересях, которые утверждали, что Деву Марию нельзя называть Богородицей, а нужно называть Христородицею. Мол, вот так было бы правильнее, а Богородица, мол, неправильнее. Это отдельная тема, большая, серьезная, и вообще это не о молитве. Но церковь отринула это утверждение и прославляет Деву Марию именно как Богородицу. И в этой молитве, на мой взгляд, это отражено. То есть, поистину должно прославлять Тебя как Богородицу. Пресноблаженную, присно – это вечно, то есть вечно блаженную, пренепорочную, значит, непорочную в превосходной степени, в превосходящей степени, и Матерь Бога нашего. Здесь перевод, я думаю, не требуется. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Херувим и Серафим – это не единственное число, это множественное число. Речь идет о Херувимах и Серафимах. Это ангельские чины. То есть, честнейшую Херувим – это значит перевести по чести высшую Херувимов и в славе своей без сравнения высшую Серафимов.
без истления Бога Слово родшую. Что такое истление? Истление, то есть тление, это связано со смертью. А смерть – результат грехопадения. То есть истление, тление – это следствие греха, это повреждение, это разрушение. Без истления, то есть без всякого повреждения, без какого-либо нарушения. Потому что Божию Матерь мы прославляем как приснодеву. То есть она до Рождества, в Рождестве и после Рождества Дева. И это не технический термин, не только технический, но здесь еще имеется в виду она Дева и душою, и сердцем, и помышлением. То есть она в полном смысле слова Дева, приснодева. Так вот, без истления Бога Слова родшую, то есть без какого-либо повреждения Бога Слова. О Святой Троице, когда мы говорим так: Отец, Сын и Святый Дух. А можем сказать Отец, Слово и Святый Дух. И то, и другое будет правильно. То есть Бог Слово эквивалент Бог Сын. И когда мы говорим без истления Бога Слова родшую, то есть мы говорим, что она без всякого повреждения родила вторую ипостась Святой Троицы – Бога Слова. Сущую Богородицу, то есть истинную, действительную, подлинную Богородицу, Тя величаем. Ну и в целом, если обобщить, то вот эту молитву я бы на русский язык перевел следующим образом. «Поистине должно прославлять Тебя, как Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную, и Мать нашего Бога, и мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, без какого-либо повреждения, родившую Бога Слова, превосходящую честью херувимов и в славе Своей несравненно высшую серафимов». А теперь я несколько слов скажу об истории этой молитвы, потому что здесь тоже есть кое-что поучительное. Дело в том, что вся молитва состоит из двух частей. Первая часть «Достойно есть» и до середины, и вторая часть честнейшую херувим и до конца. Так вот, сначала была написана вторая часть. По времени вторая часть, она появилась раньше первой. Появилась она в VIII веке. Автор ее святитель Косьма Маиумский, он автор многих церковных песнопений, канонов, гимнов всевозможных. И если вот открыть Минею, церковные книги, там много его творений Косьмы, святителя Косьмы. И вот он автор вот этого вот гимна «Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем». И это песнопение вошло в практику церкви именно в таком виде. Оно до сих пор так исполняется. На утренней, например, на 9-й песне канона распевается с песню Богородицу, с евангельской. Каждая служба заканчивается именно так: «Честнейшую Херувим». А вот первая часть появилась как раз позже. И возникла она в X веке, и возникла она неким таинственным образом. На Святой горе Афон был некий инок, подвижник, которому явился ангел Господень, тоже в виде монаха. И когда они вместе молились, и вот прочитал он молитву «Честнейшую Херувим», афонский инок, то ангел сказал: а мы прославляем Богородицу немножечко по-другому. И вот это начало молитвы возгласил. А инок сказал, что негде записать, он бы записал бы с радостью. Тогда ангел написал эти слова просто перстом на камне, а потом стал невидимым. Вот таким чудесным таинственным образом по преданию возникло начало молитвы «Достойно есть», и вот в уже полном варианте она вошла в богослужебную практику.